Чтобы вас никто не обманул, давайте-ка мы с вами рассмотрим вопрос повышения пенсионного возраста на одном конкретном пенсионере. Вернее, будущем пенсионере, и назовем его Навальный Алексей Анатольевич, 1976 года рождения, мой полный тезка, и сейчас ему, как и мне, 42 года. В 60 лет он выйдет на пенсию, а еще через 6,5 лет он умрет. Потому что он у нас средний россиянин и живет, согласно статистике, до 66,5 лет. Президент и правительство недавно обрадовали россиянина Навального. Сказали ему: поздравляем, так классно, теперь ты выйдешь на пенсию в 65 лет. И, соответственно, умрешь через 1,5 года после выхода на пенсию. Но ты не переживай, это со всех сторон тебе очень выгодно. Радуйся, Навальный. Теперь кому это выгодно? Молодежи, людям старшего поколения тоже выгодно, поскольку продлевается возраст, когда можно работать, приносить пользу и зарабатывать в любом случае больше, чем будущая пенсия. Но перед тем, как радоваться, давайте потратим 1 минутку на математику. Для того, чтобы просто понять, вот средний россиянин, он прям до потолка должен подпрыгивать от счастья или все-таки чуть-чуть пониже? Средний россиянин получает среднюю зарплату, а значит зарплата Алексея Навального составляет 41 650 рублей в месяц. И с этой зарплаты у нашего Алексеюшки берут немалые налоги. Сейчас нас интересует пенсионный сбор. Ведь государство сказало Навальному: хочешь получать пенсию, когда станешь стареньким, тогда плати сейчас. Копи потихонечку. Вот он у нас и копит. Каждый месяц с его средней зарплаты в Пенсионный фонд России уходит 9163 рубля. И очень легко посчитать. Навальному 42 года. Значит, до пенсии в 65 лет ему придется еще поработать 23 года. За все это время со своей средней зарплаты он заплатит в Пенсионный фонд 2 529 000 рублей. А ведь он же еще работал до этого, ну скажем, после института, с 22 лет. И всегда получал свою среднюю зарплату. Из каждой своей зарплаты он платил и платил и платил взнос в пенсионный фонд. И мы смотрим в Росстате среднюю зарплату за каждый год, начиная с 98-го. Используем среднюю ставку налога и получаем, что за всю свою предыдущую жизнь наш Навальный уже заплатил пенсионному фонду около 1 миллиона рублей. То есть всего получается 3,5 миллиона рублей. Это сумма, которую средний россиянин Навальный заработал и отложил себе сам. Это его деньги, которые он отдал государству в обмен на обещание будущей пенсии. И наш Алексей Навальный, он средний россиянин, и он же любит помечтать. И вот он прикидывает: ну значит так, заплатил я 3,5 миллиона. И если мудрое государство и великий Путин взяли мои деньги и как-то хорошо их использовали, то может быть и даже какие-то проценты на эту сумму набежали. А даже если не набежали, то в 65 я выйду на пенсию, в 66,5 помру. Если государство будет мне платить пенсию, исходя из средней продолжительности жизни, то вот эту вот мою накопленную сумму они вернут мне за 1,5 года между моим выходом на пенсию и смертью. И это выходит 194 000 рублей в месяц. Вау! Огромная сумма! Буду кутить по полной 1,5 года перед тем, как отброшу коньки. Ну а если государство вдруг так щедро предположит, что я стану таким счастливчиком и протяну еще аж 10 лет после пенсии, то все равно делим мои 3,5 миллиона и получаем, что вот у меня выходит в месяц 29 166 рублей. Немного, конечно, но хоть что-то. В любом случае нищим я не буду. Это вот так вот мечтает Алексей Навальный, средний россиянин. Но реальная жизнь и существующие в ней Владимир Путин и его партия «Единая Россия» бьют нашего среднего россиянина дубиной по голове. Заходим на сайт пенсионного фонда, там есть калькулятор расчета пенсии. Вбиваем туда все данные нашего Алексея Анатольевича и получаем размер его пенсии 22 136 рублей.
И это не сейчас 22 тысячи, а 22 тысячи рублей в 2041 году. Как же так? Как же так, говорит экрану 65-летний дедушка Навальный. Где же? Я же всю жизнь работал. Куда же ушли мои накопления? Ведь если бы я вот эти свои 3,5 миллиона, отложенные за всю жизнь, но вот тупо положил бы на минимальный депозит в Сбербанке, то у меня бы и то вышла приличная сумма. А так выходит, я отдал государству 3,5 миллиона рублей. И даже если я доживу 10 лет после пенсии, то мне вернут 2 миллиона 656 тысяч рублей. И значит, у меня украли 850 тысяч рублей. Но я ж средний россиянин, друзья мои. И я умру через 1,5 года после выхода на пенсию. И за эти 1,5 года мне выплатят всего лишь 398 тысяч рублей. А оставшиеся 3 миллиона 100 тысяч, а они куда ушли? Ну а вот туда и ушли. Украл их Путин Владимир Владимирович со своими друзьями, родственниками и соседями по даче. И ровно в этом и ни в чем другом заключается смысл повышения пенсионного возраста. Запомните сами и расскажите всем остальным. Средний россиянин заплатит за свою жизнь пенсионных взносов на 3,5 миллиона рублей, а потом уйдет на пенсию и вскоре умрет. А до своей смерти он успеет получить обратно только 11% из своих собственных денег, а 89% или 3 миллиона 100 тысяч рублей у него просто украдут. Я вам больше скажу. Если наш Навальный живет не в Москве, а, скажем, в Свердловской или в Пермской областях, или в Омске, или в Хабаровске, он вообще ни хрена не получит. Потому что там средняя продолжительность жизни мужчины меньше 65 лет. Там человек будет просто работать до смерти, а его пенсионные взносы достанутся Дмитрию Медведеву, и он на них построит себе еще один дворец. Об этом сам Медведев прекрасно рассказал. Пенсионная реформа, уважаемые, она вообще не связана в полной мере с пенсионным возрастом. Да, это одна из тем, которая требует обсуждения. Но можно провести пенсионную реформу, не трогая пенсионный возраст, и создать принципиально другую пенсионную систему. Не давайте себя обмануть. Повышение пенсионного возраста инициировал и проводит лично Путин. И это вранье, что он там ничего не знает и все делает плохое правительство. Это его указание, и это сделано для того, чтобы украсть наши деньги. Эта так называемая реформа сделает людей в нашей стране гораздо беднее. И мы с вами должны сделать все, чтобы не дать этим планам осуществиться. Речь ведь идет уже не о таком теоретическом, а совершенно конкретном нашем будущем. Чего боятся чиновники, депутаты и партии? Того, что вы за них не будете голосовать. Давайте тогда и скажем прямо. Никогда ни одного голоса не получит тот, кто поддержит сейчас повышение пенсионного возраста. Мы запустили специальный общенародный проект «Пенсия.орг». Как видите, вот на сайте нет ни одного упоминания моей фамилии или нашей партии. Это общенародный проект. И это не еще один сбор подписей в интернете. Это система согласованного голосования против тех, кто поддержал повышение пенсионного возраста. Оставьте подпись, и во время выборов любого уровня мы вам отправим список кандидатов вот в вашем округе, за которых голосовать ни в коем случае нельзя, потому что эти люди и эти партии вас грабили. Обязательно участвуйте в этой системе, напишите, из какого вы города, и это будет наш общий, реальный механизм давления на власть. Протестуйте сейчас, иначе завтра вы не доживете до пенсии.